Она стремительно ворвалась в мир детской моды и почти мгновенно завоевала миллионы поклонников по всему миру. Маленькой Айре Браун на тот момент было всего 2 года, но, несмотря на столь юный возраст, она уже стала одной из самых узнаваемых и успешных детских моделей своего времени. Ее называли «живым ангелом» и «куклой Барби», ведь она действительно была похожа на сказочное создание. Белокурые волосы, огромные небесно-голубые глаза, милое личико и очаровательная улыбка делали ее невероятно притягательной и вызывали восхищение у всех, кто видел фотографии малышки. Родители Айры заметили ее необычную внешность еще тогда, когда девочка была совсем крошкой. С раннего возраста Айра проявляла особую любовь к вниманию окружающих. Она с удовольствием примеряла разные наряды, играла перед зеркалом и могла подолгу позировать перед камерой, не уставая и не теряя интереса. Когда Айре исполнилось 2 года, мама решила отвезти дочь на кастинг в детское модельное агентство, чтобы проверить, как она поведет себя в настоящей профессиональной обстановке. Это решение оказалось абсолютно верным. Выразительная внешность, непосредственность, природное обаяние и удивительное спокойствие перед вспышками фотокамер сделали из Айры идеальную маленькую модель. С родителями девочки сразу же заключили контракт, и фотографии малышки буквально в считанные дни облетели интернет, вызвав настоящий восторг как среди профессиональных фотографов, так и у обычных пользователей. Многочисленные детские бренды начали соперничать между собой за возможность пригласить Айру для участия в рекламных кампаниях и показах модной одежды. Родители Браун достигли своей цели. Об их дочери заговорил весь мир, и крошка Айра в одно мгновение превратилась в настоящую знаменитость. Удивительно, что сама девочка искренне радовалась происходящему. Ей нравился сам процесс съемок. Она почти никогда не капризничала, спокойно сидела в кресле парикмахера, терпеливо ждала, пока стилисты завершат макияж и укладку, и с готовностью выполняла все просьбы и указания фотографов. Очаровательная внешность и доброжелательность девочки вызывали умиление и восхищение у всех, кто с ней работал. Однако неизменно находились и те, кто подвергал ее родителей суровой критике. Речь шла не о самой Айре, а о том, что участие в фотосессиях и показах требовало постоянного поддержания идеального внешнего вида. Ради этого девочке уже в столь юном возрасте приходилось посещать солярий, волосы осветляли до нужного оттенка краской, а на нежное лицо наносили макияж. Именно эти моменты и становились поводом для обвинений в адрес матери, которую часто критиковали за излишнюю требовательность и эксплуатацию детского труда. Попытки женщины объяснить, что дочери действительно нравится модельная работа, и она не испытывает никакого давления, тонули в море возмущенных комментариев. Даже тот факт, что Айра получала огромное удовольствие от съемок и с радостью позировала, не мог снизить градус общественного недовольства. Тогда родители приняли решение просто не реагировать на злобные замечания и продолжать поддерживать дочь во всех ее начинаниях. Айра Браун вскоре стала одной из самых высокооплачиваемых маленьких моделей и принесла своей семье многомиллионный доход. При этом мама и папа девочки никогда не позволяли себе применять какие-либо методы, способные навредить здоровью ребенка. Если Айра уставала, съемки немедленно прерывались, она не употребляла напитков, содержащих кофеин, не пила энергетиков, а мама строго следила за тем, чтобы девочка питалась полноценно и не знала, что такое диета. Прошло несколько лет, и Айра, как и все дети, пошла в школу. Ее внешность постепенно стала меняться, и теперь она уже не напоминала ту живую куклу, которой восхищался весь мир. Однако, несмотря на то, что девочка выросла, она не собиралась отказываться от любимого занятия. В свободное от учебы время Айра продолжала участвовать в модных показах и фотосессиях. Конечно, ее фотографии уже не вызывали такой волны умиления, как раньше, и никто больше не называл ее «живым ангелом».
Но самой Айре это было не нужно. Она просто получала удовольствие от своего дела и мечтала, что в будущем сможет продолжать работать в индустрии моды. При этом она и ее родители не исключали, что со временем Айра может выбрать совершенно другую профессию. Благодаря тому, что девочка заработала серьезные деньги, у нее уже сейчас есть возможность обучаться в любом, даже самом престижном университете мира. В западных СМИ Айру Браун называют мультимиллионером и даже не решаются оценить точный размер ее состояния, которым пока распоряжаются родители. Казалось бы, она могла бы уже наслаждаться заслуженным отдыхом, но Айра по-прежнему, как и в 2-летнем возрасте, радуется не только успехам, но и самому процессу работы. Девочка растет вдумчивой, рассудительной и уже сегодня задумывается о настоящей ценности человеческих отношений. Она способна опубликовать в социальной сети не самый удачный снимок и предложить подписчикам посмотреть глубже, увидеть в ее глазах не просто внешнюю красоту, а отражение души. Для подростка такой поступок действительно смел и необычен. Мама по-прежнему называет Айру своим ангелом и благодарит судьбу за то, что подарила ей такую чудесную дочь. По словам матери, девочка отличается не только привлекательной внешностью, но и добротой, умом и зрелостью не по годам. В свои 12 лет Айра поражает окружающих ответственностью, самостоятельностью, искренней любовью к людям и способностью мечтать. Несмотря на раннюю славу и успех, она не страдает звездной болезнью, не стала высокомерной и остается добрым, отзывчивым и простым ребенком, способным на сочувствие и сопереживание. К счастью, за всю 10-летнюю карьеру Айра ни разу не пожалела о том, что когда-то родители отвели ее на кастинг. Правда, далеко не всем детям-моделям удается прожить такую же счастливую, гармоничную и сбалансированную судьбу, как у этой удивительной девочки. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.